Брусок вместе с грузом весит 50 ньютонов. Когда чашка с грузами весит 20 ньютонов, брусок движется по горизонтально установленной доске с ускорением 20 см в секунду в квадрате. Определите силу трения. Так, брусок вместе с грузами весит 50 ньютонов. Чашка весит 20 ньютонов. И ускорение 20 см в секунду в квадрате. Это брусок с грузом. И здесь чашка с грузами. Это груз P, это груз P1. Когда это весит 20 ньютонов, тогда брусок с грузом движется с ускорением 20 см за секунду в квадрате. Здесь на брусок P действует сила натяжения нити, которая придает ему, естественно, вот это ускорение. Этот груз, который подвешен на чашке, он движется вниз, и его движение вниз, против него действует сила натяжения нити T. Если здесь нить Т подтягивает груз, так вот с этой стороны она его тормозит. Вес – это P1, и против груза P действует сила трения. Получается, что сверху сила натяжения нити обуславливает движение этого груза с ускорением. Мы можем написать выражение, что Т отнять. Против него действует сила трения и равна ускорению вот этого груза. P здесь можем записать как равно mg, и P1 тоже напишем равно m1g. Сверху сила натяжения нити тянет брусок, против нее действует сила трения, и мы получаем движение тела с ускорением. Разница этих сил дает силу Ньютона, которая обуславливает движение тела m1, вот это тело P, m с ускорением. Здесь же сила P1 будет являться больше, чем сила натяжения нити. Поэтому разница между ними, коль все это движется вниз, будет определяться силой, которая дает ускорение вот этому телу. Можем сказать о том, что P1 минус T будет равно m1, что множится на ускорение. Как понятно, для основного тела, для этого тела будет одинаково. Что здесь можно сделать? Есть у нас два уравнения. Можно их сложить. В левой части первого уравнения добавить левую часть второго уравнения, и в правой части первого уравнения добавить правую часть второго уравнения. То мы получаем, записываем левую часть первого уравнения, минус f трения, и прибавляем левую часть второго уравнения. Прибавить P1 минус T. И равно правую часть первого уравнения m умножить на a, прибавить правую часть второго уравнения m1 умножить на a. Как можно здесь увидеть, T у нас взаимно сокращается. Тогда силу трения со знаком минус можно перенести сюда, а это перенести в эту сторону. Здесь останется в левой части P1 минус m, что множится на a, минус m1, что множится на a, равно силе трения. Вынесем а за скобки, здесь напишем так, P1 минус а выносим за скобки, а в скобках будет m плюс m1, потому что мы вынесли за скобки минус, и равно f трения. m мы можем определить вот из этих формул. В данном случае m просто будет равно p делить на g, m1 равно P1 делить на g. Так, подставляем сюда, то мы получаем P1 минус А в скобках P делить на g плюс P1 делить на g и равно f трения. Вынесем g за скобки, P1 минус А, единичка деленная g выносим за скобки. В скобках получится P плюс P1 и равно f трения. Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть наименование всех этих величин. P1 у нас ньютоны, ньютоны остаются. А и G имеют одинаковую размерность, это ньютоны. Вот эта размерность сократится, останутся ньютоны, и сила трения будет тоже ньютон. Перепишем его наоборот, чтобы было удобнее. Сила трения равно P1, это 20 ньютонов. Отнять 20 сантиметров на секунду в квадрате превратим как 0,2 метра за секунду в квадрате. Делится на g, на 9,8 метров за секунду в квадрате. И в скобках что будет? P плюс P1, 50 плюс 20. Ньютоны вынесем за скобки. Вот это у нас сократится. Ну, все это перемножим, получаем где-то 18,5 ньютон. Сила трения, которую нужно найти в этой задаче, равна 18,5 ньютон. Так как она единственная сила, которая действует, как сила, которая удерживает эти оба тела, она направлена в эту сторону, противоположную движению тела, естественно. Два этих уравнения, которые дают возможность просто потом посчитать, какая будет сила трения.